You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people. Всем привет, народ! Ох, сколько же нам надо с вами всего обсудить. К сожалению, из-за того, что у меня была сессия, я не мог своевременно выразить свое мнение по такому событию, как E3. Поэтому сегодня мы с вами обсудим E3 и еще несколько интересных новостей. Начнем с малого, ну а закончим AAA играми. Итак, погнали! In millions, they blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. Что мне не понравилось? Это обилие дополнений, которое просто заполонило E3. Дополнений выйдет просто на кучу игр. Но и среди них меня заинтересовало только дополнение для Радуги, которое в принципе меняет целиком игру. Такая смесь Радуги и Left 4 Dead. Но опять же, я не уверен, что она обретет какой-либо успех, из-за того, что попросту это никому не нужно. Комьюнити Радуги — это как игроки в CSGO. Они играют только из-за соревновательного уклона. И поэтому, вероятнее всего, данное дополнение обретет просто временный интерес и благополучно скончается. Также были DLC для Fallout 76, для Resident Village, для Skyrim Online и так далее. Кстати, о Резиденте. К нему выйдут онлайновые режимы, но какие пока неизвестно. Также студия Capcom начала разработку дополнения для игры. Ну а для прекрасной половины человечества, то есть для дам, хочу сказать, что для вас выйдет ремастер Life is Strange. Что это значит? Это значит, что у игры будет обновлена графика, поэтому это хороший повод, чтобы ее пройти, если вы вообще не играли, так и для тех, кто просто хотел бы перепройти игру еще раз. На этом из дополнений у меня все. Из маленьких проектов меня заинтересовало несколько игр. Это Replaced. Причем, что необычно, в любой другой ситуации я бы не посмотрел на эту игру никогда. Но когда я поиграл в Little Nightmares, я пересмотрел свои взгляды насчет платформеров. В целом, эта игра показалась мне крайне интересной. Но именно в стилистическом плане. Что касательно сюжета, не знаю, сможет ли он нас удивить. Но это мы еще посмотрим. Сюжетно мы будем играть за бота, который застрял в теле человека. Чем же мне игра так понравилась? Понравилась она мне тем, что в данной игре безумно качественно сделано освещение, безумно качественно сделаны текстуры, безумно качественные ракурсы, безумно качественное расположение камеры. И в совокупности это все выглядит безумно круто. Именно поэтому я хочу поиграть в данную игру. Идем далее. Следующая игра — это Somerville. Это тоже платформер, но весьма ламповый. Более того, сделайте здесь годный сюжет, и я вам говорю, данная игра разорвет как Little Nightmares. Игра от разработчиков Limbo и Inside, так что у игры есть все шансы себя показать. Поскольку и Limbo, и Inside очень весьма хорошо продаются. И у данных игр есть свои фанаты. Следующий интересный проект — это Song of Conquest. Это интересный проект, который может понравиться людям, которые играли в третьих героев и прекрасно знают, что это за игра. Сразу видно, что разработчики вдохновились именно ими. Но обретет ли она подобный успех, это мы узнаем позже. Для тех, кто вообще не понимает, что это за игра, герои — это сравнимо по популярности с CSGO, только из мира стратегий. На самом деле весьма обидно, что такой успешный проект, как Герои, взяли и убили. Убили из-за того, что мало финансировали, постоянная смена команды, и если я не ошибаюсь, то данная серия игр имеет 7 частей. И с каждой последующей игрой игра становилась все хуже и хуже. Вам для примера вот так выглядит город в Героях 5. А вот так выглядит город в Героях 7. Ну это же пиздец какой-то. И подобные вещи встречаются во всей игре. Теперь переходим к AAA проектам, которые меня очень заинтересовали. Starfield. Данная игра мне понравилась исключительно графикой и студией, которая ее разрабатывает. А делает данную игру Bethesda. Что же это за игра? На самом деле очень мало что известно о данной игре. Но я допускаю вероятность того, что данная игра может взорвать. И данная часть просто зарождение новой серии. Как некоторые из вас знают, я не люблю эту всю космическую движуху, но если она будет такая же крутая, как Fallout или Skyrim, то я обязательно ее пройду. Вы просто вдумайтесь, что если Starfield будет как Fallout по масштабу? Это же будет просто пушка, просто разрыв. Идем дальше. Дальше у нас идет Аватар. Честно, я не верю в успех, не нравится как серия и считаю, что данная игра обречена на провал. Почему? Потому что Ubisoft всегда пиздит. Если кто-то с этим не согласен, то давайте вспомним про The Division. Ну а во-вторых, кому нахуй нужен этот аватар? Короче, я не проникся игрой, и вероятнее всего, я ее никогда не куплю. Игроков на Nintendo могу порадовать только тем, что выйдет продолжение одной, наверное, из главных игр их платформы, это Зельда. К сожалению, сам лично в нее не играл, но данная игра имеет просто колоссальное количество фанатов. Ну а теперь мы переходим к тем играм,
которые я 100% куплю, вне зависимости от того, что еще про них вскроется. И это Stalker 2. Но прежде чем я начну говорить про данную игру, я хочу, чтобы вы понимали. Первые 3 части, с учетом разнообразных дополнений, модов, от мододелов, от всяких там вообще валенков, я наиграл в данную игру более 1000 часов. Поэтому мое мнение по данной игре просто, сука, неоспоримо. И поэтому мы разбираем игру с двух сторон. Со стороны, что ждут фанаты, и объективная сторона, что игра представляет из себя. Но давайте ближе к делу. Итак, нам показали геймплейный трейлер игры. С точки зрения фаната претензий просто минимально. Это чем обусловлено системные требования, и на этом все. Правда, есть пару вопросов, но об этом чуть позже. Из увиденного я могу сказать, что самые страшные фанатские опасения не оправдались, а именно потеря атмосферы. Как раз из показанного я вижу, что проведена просто потрясающая работа, чтобы перенести нас именно в ту атмосферу, которую ждут фанаты. С точки зрения графики претензий тоже нет, но надо понимать, что нам показали ультра настройки. Как будет выглядеть игра на минималках, это еще тот вопрос. А исходя из системных требований, большинство именно на минималках и будут играть. Следующий вопрос – это реализация посиделок у костра. То, что нам показали, это уже готовая кат-сцена. Да, бесспорно, это выглядит прекрасно, но посиделки у костра – это как фишка сталкера. Те, кто играли в сталкер, меня поймут. Что зачастую ты мог просто остановиться в своем прохождении и посидеть вместе с другими сталкерами у костра и послушать их песни, анекдоты или же какие-то рассказы. Так вот, мой вопрос и заключается в том, как это будет реализовано. Теперь давайте рассмотрим геймплей объективно. И первое, что мне бросается в глаза, это анимация оружия и стрельбы. Что я имею в виду? Мне не понравилась отдача при стрельбе. В целом от оружия складывается впечатление, что оно какое-то неестественное, будто это не автомат, а кусок дерева. Также весь слитый геймплей вызывает вопрос. А действительно ли игра выглядит так, как нам ее показали? И вот этой подставы я очень сильно боюсь. Хотя, как я говорил в прошлом видосе про Stalker 2, даже если они обосрутся с игрой, у данной игры есть просто колоссальная армия фанатов, которые смогут довести ее до ума и сделать просто тонны годного контента. Но по итогу, если все, что они показали, это правда, то мое почтение, вы делаете очень крутую игру. Следующее в списке обязательных моих покупок – это Battlefield 2042. Мне очень понравилось, что у DICE не сорвало голову, и они не стали делать новую хуйню. А как раз таки они прислушались к комьюнити, публично извинились за провальную 5-ю часть и сделали ту игру, которую от них ждут. И я в 5-й Battlefield стал играть очень редко. В основном я сейчас играю в 4-ю батлу. Играю я не один, а с другом. И знаете, что происходит каждый раз, когда мы с ним идем играть? Вот это. Серваки 4 активны как никогда. Чтобы вы понимали, в Battlefield 4 играет больше людей, чем в 5-ку. Потому что люди хотят ту аркаду, которая была, а не этот позор. Но давайте о самой игре. Новый Battlefield — это по сути ремейк 4-й батлы, но не в чистом виде. Тут берется ближайшее будущее, с вооружением, которое уже на сегодняшний день существует, но оно еще не взято на вооружении стран. Сюжетной части не будет вообще. От этой новости я, в принципе, вообще не расстроен, и пусть лучше ее не будет вообще, чем такая, как в 5-ке. На выходе мы будем иметь 7 карт. В ходе обновлений список пополнится. Также на этих картах во время матча будут происходить природные катаклизмы, которые будут вынуждать игрока кардинально менять тактику. Ну, например, вы заняли снайперскую позицию, сидите, отстреливаете всяких попусков, и тут налетает буря, и зона видимости падает до 10 метров. И чтобы дальше вам было комфортно играть, вам придется приспособиться под данные условия. Добавят ураган, который будет засасывать технику, игроков, всякий мусор. И это все вроде бы прекрасно, но есть одно «но», за которое я очень боюсь. За что я люблю Battlefield? За то, что, скажем, я убегаю в дом от танка, и этот танк может взять и нахуй снести этот дом вместе со мной. То есть я боюсь за разрушаемость в игре. Нам показали карту, похожую на карту из 4-ки, осада Шанхая. Так вот, на этой карте можно было положить целый небоскреб. И я бы очень хотел увидеть, чтобы в Battlefield 2042 была подобная карта. Что мы еще знаем о игре? Классический режим захват и прорыв обретут онлайн 128 человек. Если мало ли будут проблемы с онлайном, то сервер будет добиваться ботами. Неприятно, но в принципе терпимо. Также будут представлены новые режимы. Но о них мы узнаем позже. Еще из нового добавят, как в Радуге, оперативников. Разные персонажи со своими скиллами, и в принципе я думаю, это будет весьма интересно. Что можно сказать в итог от увиденного? DICE наконец-то сняли с себя кандалы историчности и теперь могут творить в полную силу. Я верю, что игра выйдет удачной. Но опять же, есть один очень неприятный барьер. Это ее цена. За минимальную версию нужно будет отдать 3500, за Ultimate 7000 рублей. И для нашей страны это пи***ц как много.
Кто-то скажет, почему ты ничего не сказал про такую игру, как Atomic Heart. Сейчас я объясню. То, что я увидел по этой игре, мне не нравится. И я эту игру не жду. Однако почти на 70% я уверен, что я куплю эту игру. Но почему? Так вот, эта игра от наших отечественных разработчиков, которая мало того, что выглядит неплохо, так еще и является AAA проектом. А как вы знаете, от наших разработчиков мало что можно увидеть в принципе. И именно поэтому я очень хочу, чтобы данная игра была просто безумно разрывной. Ну что, с E3 на этом все. Конечно, о чем я рассказал, это не все проекты, которые были представлены на E3, я же просто рассказал о тех играх, которые хоть как-то меня заинтересовали. Теперь переходим просто к новостям, и тут тоже не менее интересные вещи вскрылись. Показали новую 11-ю винду, не сказать, что я сильно этому рад, но в ней будут присутствовать интересные технологии по оптимизации игр. Раньше времени не радуйтесь, для ее работы нужно иметь SSD на терабайт. В целом же будет неплохо обновить интерфейс винды. Следующая новость — это неподтвержденная информация, но слитая весьма серьезными людьми, это разработка нового Dead Space. Как известно, данную игру хотят вообще полностью переосмыслить и как-то нас удивить, но лично я буду следить за данным проектом, если, конечно, он реально существует. Также есть инсайт на одну очень интересную игру, и игра это GTA 6. Предположительно, игра выйдет в 2024-2025 году, действия игры будут происходить в Vice City нашего времени. И, собственно, на этом у меня все. Как итог, можно сказать, что впереди нас ждут очень интересные игры. И видно, что индустрия не стоит на месте. Также, если появится какая-то новая информация, мы обязательно ее с вами обсудим на стримах. Но на этом у меня все. Всем пока!